Друзья мои, сегодня я хочу рассказать вам об одном арктическом архипелаге, о существовании которого долго никто не знал, но кое-кто догадывался. И открыли его задолго до того, как не то, чтобы чья-то нога на него ступила, а даже задолго до того, как его кто-нибудь увидел глазами. А те люди, которые его реально открыли и ступили на его острова, не имели никакого намерения открывать его. Это архипелаг Земля Франца Иосифа. Еще в 1761 году наш выдающийся ученый Михаил Васильевич Ломоносов сделал доклад в Шведской академии наук под названием «Мысли об образовании или мысли о происхождении ледяных гор в северных морях». Ломоносов, как вы знаете, был помором, и помимо научных наблюдений был у него и практический опыт хождения в этих северных морях. И в Белом, и в Баренцевом. И вот он сделал вывод, помимо всего прочего, что к северо-востоку от Шпицбергена должна существовать какая-то большая земля, которая задерживает льды. И поэтому они не наваливаются на европейское побережье. И, например, Кольский полуостров не забит льдами, так как север Гренландии. Ну, проверить эту гипотезу не было тогда никакой возможности, потому что малый ледниковый период, как вы знаете, закончился только во второй половине XIX века, и думать нечего было о том, чтобы на деревянных судах парусных отправиться так высоко на север. Но прошло 100 лет с года смерти Ломоносова, и в морских записках появилась статья барона Шиллинга Николая о том же самом. Он также писал, что на основании его собственного анализа движения льдов он предполагает и подтверждает гипотезу Ломоносова о том, что должна быть обязательно Земля. Но статья его прошла, в общем-то, без внимания, несмотря на то, что он сделал даже доклад в Императорском русском географическом обществе. Ну, все послушали, ну, как-то это ни к чему не привело. Через несколько лет после этого несколько ученых, которые придерживались того же мнения, собрались в группу, в такую комиссию, которая должна была обосновать организацию государственной экспедиции для разведки этих просторов морских. И своим ученым секретарем они избрали Петра Кропоткина, который нам большинству знаком как анархист, а он вообще-то был выдающийся геолог и геоморфолог. И Кропоткин подготовил блестящую записку, сам написал там ряд разделов очень важных, где он также настаивает на том, что ну точно существует какая-то земля, архипелаг к северо-западу от Новой Земли, к северо-востоку от Шпицбергена. И хорошо бы посмотреть, есть ли она там действительно, что ж там за земля-то такая. Но целью экспедиции, как это обычно бывает, конечно же, указывали разведку северо-восточного пути, вот этого прохода, который до сих пор так и оставался непокоренным, непройденным, и который был просто вот так нужен, потому что Сибирь активно развивается, а обмен товарами очень затруднен. Что интересно, и Ломоносов, и Шиллинг, и Кропоткин, они вот все трое рассуждают так, как будто само собой разумеющееся существует это течение, то есть движение льдов от востока к западу, которым через несколько лет, только после Кропоткина, воспользуется Нансен для дрейфа своего Фрама. То есть эта теория Нансена, она была подготовлена трудами русских ученых в том числе. Но финансирование, к сожалению, было отказано, и мысль об экспедиции пришлось оставить. Кропоткин хотел сам ее возглавлять. Тем временем австро-венгерская экспедиция на судне адмирал Тегетгоф совершенно случайно вскоре уже откроет этот архипелаг, а первым северо-восточный путь пройдет, как мы знаем, Норденшольд. Но вернемся пока к Кропоткину. Он продолжает свою научную деятельность, и в 1874 году он делает сенсационный доклад в РГО. Он сообщает ученым всему миру о существовании в истории Земли ледникового периода, ледниковой эры. Об этом знать никто не знал, и это одно из основополагающих открытий в глобальной истории нашей планеты вообще. То есть это была сенсация, все были потрясены. Кропоткин стал звездой. На следующий день его арестовали и посадили в Петропавловскую крепость.
Потому что помимо всего вот этого, он был еще и народником и принадлежал такой группе, которых называли чайковцы. То есть он в Петербурге агитировал пролетариат, рассказывал им про социальную справедливость. И вот за участие в запрещенном этом сообществе его посадили в тюрьму. Но, учитывая его выдающиеся заслуги перед наукой, Александр II лично разрешил иметь ему бумагу, перо и чернила, чтобы он вот этот свой доклад о ледниковом периоде обосновал, чтобы он закончил этот труд. И Кропоткин, сидя в тюрьме, пишет вот этот свой выдающийся научный труд. Помимо этого, вот так сказать, по ходу дела, он вычисляет координаты этой земли, которая еще не открыта. То есть экспедиция австро-венгерская ушла, и о ней никто ничего не слышит с 1972 года. Они уже дошли до этого архипелага, но поскольку ни радио, ни телеграфа нет, весь мир об этом не подозревает. Кропоткин рассчитывает координаты этой земли, другого архипелага, который откроет только в 1912, кажется, году экспедиция Гэсло, и назовут землей Николая II, и барьера островов, которые существуют между ними, как такой пунктир, который впоследствии назовут барьером Кропоткина. И вот этот его труд, где он пишет координаты этих архипелагов, будет причиной, по которой Россия могла претендовать и иметь основание претендовать на архипелаг земля Франца Иосифа, хотя открыли его совсем не русские исследователи, не российские. Ну, чем там дело кончилось? Через 2 года Кропоткин заболел цингой из-за такой напряженной работы, из-за тюремных условий, и его перевели в тюремный лазарет, откуда он благополучно бежал через Финляндию в Европу и находился там в эмиграции до самого 1917 года. Тем временем вот эта австро-венгерская экспедиция, которую я уже упоминала в нескольких своих роликах, она, имея целью своей движения на северо-восток, еще имела вторую цель – исследовать область к северо-востоку от Новой Земли. И еще одной целью было найти течение Петермана. Вот этот Петерман – это вообще интересный человек. Он, не знаю, честно говоря, на чем основываясь, этот Август Генрих Петерман, выдвинул гипотезу, причем в том же самом году, когда Шиллинг выступал, в 1865. Он выступил там в своем обществе друзей и мастеров географии с мыслью о том, что существует открытая вода за ледяным поясом в Арктике. То есть ошибка, мол, всех мореплавателей в том состоит, которые пытались пройти там северо-восточным, северо-западным путем, что они шли вдоль берега, то есть слишком рано поворачивали направо или налево. А если бы они вот прямо шли на север, то, пробившись сквозь вот это вот кольцо ледяное, они вышли бы в открытую воду, и там уже спокойно могли бы хоть направо, хоть налево, хоть кругосветку совершить. Вот такая у него была гипотеза. И так он всех воодушевил, что были организованы целых 2 немецких экспедиции, которые пытались пробить вот это кольцо Нибелунгов. Но тщетно. В одной из них участвовал Вайпрахт, морской офицер, который будет руководителем вот этой австро-венгерской экспедиции, 3-й уже, который тоже хотел найти течение Петермана, ну, собственно, с целью пройти северо-восточным морским путем. 2-м руководителем экспедиции был Пайер. Вайпрахт отвечал за экспедицию, пока она по морю идет, а Пайер, значит, должен был картографировать вновь открытые земли и отвечал за экспедицию, если она ступит на какие-то земли. Так она и называется, эта экспедиция Пайера Вайпрахта. Ну, деньги дали меценаты в основном на нее, потому что все были заинтересованы вот этой заморской торговле. И император Франц Иосиф каких-то денег дал, и насобирали достаточно средств, чтобы прекрасно снарядить эту экспедицию. Вот это судно, и парусное, и паровое, 100 лошадиных сил, отправилось к Новой Земле. И там на севере распрощались они со своим сопровождающим судном, которое припасы какие-то там везло, для того, чтобы там сделать базу на Новой Земле для них. И пошло себе на север. Ну, хотели-то они на северо-восток, но мы с вами знаем, что течение несет их, конечно, в противоположном направлении, с запада с востока на запад. Тагетгоф почти мгновенно в августе уже вмерз в лед и больше никогда уже от него не освободился. И начался долгий дрейф, который длился больше года.
И люди ничего не могли сделать, никак изменить свою судьбу. Им нужно было только ждать. И вот они двигались и двигались по этим ледяным полям. Они не знали, сколько это продлится, потому что не понимали, что их ждет впереди. Карт еще не было тех высоких широт. Сначала они не особенно волновались, потому что думали, что перезимуют, а потом лед разойдется, отпустит их. Но через год, в конце августа, один из них пишет в дневнике, а именно Пайер. Мы стояли, облокотившись на борт, как вдруг заметили далеко на северо-западе суровые скалистые горы. Через несколько минут перед нашими глазами предстала в солнечном сиянии прекрасная альпийская страна. В первое мгновение все замерли, точно прикованные к месту, и не верили глазам. Убедившись в действительности нашего счастья, мы радостно и громко закричали: «Земля, земля, наконец-то земля!» Разумеется, все были счастливы, они целый год ничего не видели, кроме льда, а тут вот знакомые им альпийские горы. Конечно, им казалось, что это какие-то там райские кущи, что там наверняка водится какая-то дичь, что сейчас они начнут охотиться и много чего интересного там найдут. Но на самом деле это были довольно такие пустынные, скалистые, разумеется, бесплодные острова, до которых еще надо было как-то додрейфовать. И только в ноябре они подошли настолько близко к ближайшему острову, чтобы можно было пешком до него дойти по льду. И вот 1 ноября небольшая экспедиция собралась и пешком дошла наконец до этого острова, которого назвали остров Вильчика в честь мецената, который больше всех дал денег. И установили там, естественно, гурий здоровенный, то есть пирамиду каменную, и австро-венгерский флаг, обозначив свое присутствие на этой новой земле. После этого вернулись они на корабль и там зазимовали. То есть никто не устраивал лагерь для зимовки. Все на корабле перезимовали. На следующий год Вайпрахт понял, что придется судно бросить. И это решение дается нелегко руководителям экспедиции и капитанам, потому что за судно он несет личную ответственность. Оно денег много стоит. Только прямой риск жизни людей может заставить капитана бросить судно. И тогда, в конце полярной ночи, в феврале, он собрал всю команду и объявил, что весной, в мае, они оставляют своего Тагетгофа, берут шлюпки, берут нарты и отправляются по льду, или как придется, если будут разводе, то и в шлюпках, к новой земле. Но Пайеру было очень важно картографировать как можно больше площади, чтобы нанести на карту, чтобы у экспедиции был какой-то результат. Поэтому было решено в марте и апреле совершить несколько санных походов с целью изучения, сбора коллекции для последующего изучения. И действительно, в марте и апреле были эти дальние такие вылазки по неделям, а то и больше. И удалось сделать очень много. Вот от этого острова Вильчика аж до самого острова Рудольфа, это самой северной, восточной части архипелага, они добрались. И вот на острове Рудольфа, что самое интересное, с мыса Флигеля, они увидели где-то там далеко еще какие-то вроде бы острова, до которых было им уже не добраться, но все-таки их нанесли на карту и назвали землей Петермана. Это прекрасное, хотя и неосознанная месть ему за то, что он выдумал свое течение. Потом выяснилось, что ни островов этих, как и течения, не существует. Но не сразу это выяснилось. Ну и вот потом экспедиция оставила свое судно и очень-очень долго и мучительно добиралась вот с мая до августа, до середины августа, пешком, волоча за собой вот эти шлюпки по торосам, они возвращались к новой земле. И это было настолько мучительное и страшное для них путешествие, что Пайер, который был художником, потом изображал в нескольких вариантах такие драматические прямо сцены, когда они все собираются и Богу молятся. И, значит, называется это «Никогда назад» картина. В общем, прям героический такой подвиг. А про Пайера, кстати, вот интересно, он потом решил стать профессиональным художником.
и даже открыл свою школу, и у него какая-то была драматическая судьба, там он женился на какой-то очень странной женщине, которая его изувечила потом. И он, используя свой вот опыт этого похода опасного, считал себя уже вправе написать несколько картин из истории экспедиции Франклина. Как вы помните, это середина XIX века, английская экспедиция, которая искала северо-западный проход, трагически погибла, и целых полвека там постоянно организовывали спасательные экспедиции. В общем, эта экспедиция Франклина оставила очень-очень глубокий культурный след в истории Европы. И вот Пайер был одним из тех, кто писал очень убедительные и такие страшные, жуткие полотна о том, что же случилось с экспедицией Франклина. Точно этого никто не знал. Ну вот, экспедиция это день рождения своего любимого императора, в честь которого назвали открытый архипелаг, встретили уже на Новой Земле 18 августа. И вскоре они увидели рыболовецкие суда поморские. И наши русские поморы им сообщили, что по указу царя все, кто рыбачит в этих водах, должны были быть готовы оказать им помощь, если встретят. И вот капитан такой был Воронин, оказал им такую помощь. Расплатились они с ним и золотыми, то ли серебряными, не помню, уже рублями. И 3 лодки ему отдали, и какие-то вещи, от которых капитан считал возможным избавиться, для того, чтобы их перевезли в Вардю. На этом экспедиция и завершилась. Но тот факт, что на земле Франца Иосифа торчал теперь флаг Австро-Венгрии, конечно, не означал того, что теперь никто не может туда плыть, что-то там делать, изучать или промыслом заниматься. И уже на следующий же год, 1870 какой-то, не на следующий, да, а через несколько лет, вот в 79-м, там было голландское судно, никто не высаживался, открыли один остров и вернулись обратно. А вот уже в 1880-м туда отправилась первая научная экспедиция, о которой я рассказала в ролике Эйра. Именно на этой Эйре Ли Смит подошел к берегам земли Франца Иосифа с чисто научными целями. Экспедиция Бенджамина Ли Смита на Эйре важна не только тем, что она была первой научной, но и тем, что она там впервые в истории осталась на зимовку. Поскольку судно они потеряли, то им пришлось строить себе жилье, как мы знаем, на мысе Флора, и там зимовать. А потом уже на шлюпках им повезло, потому что было разводье, и они отправились к новой земле, в отличие от Вайпрахта и Пайера, не в мае, а в июне, во второй половине июня. Они дождались, когда ветром разогнало льдины, и на своих шлюпках вплавь отправились к новой земле и добрались туда, конечно, значительно быстрее, чем австро-венгерская экспедиция. Но не буду на этом останавливаться, поскольку уже подробно рассказывала, ссылочка будет на эту экспедицию. Очень важной экспедицией, которая имела важные, прямо жизненно важные последствия для многих последующих экспедиций, была та, что состоялась в 1894 году, началась экспедиция Фредерика Джорджа Джексона, англичанина. Он туда подошел на судне Уиндвард. 8 человек оставались на зимовку, подготовились прекрасно. Целью тоже было научное изучение и картографирование. Сначала они зашли в Архангельск, купили там срубы как следует, подогнанные. Наняли там плотника, который поможет эти срубы собрать по фамилии Баракин. Вот. И корабль должен был только их туда доставить и убраться восвоясье в Великобританию. Но, к сожалению, ледовая обстановка разная от года в год. Его схватило льдами, и пришлось кораблю тоже с ними зимовать. Но уже на следующий год он ушел, как и планировалось, а Джексон со своими товарищами остался там, совершая походы, нанося на карту новые острова. И в частности, далекий самый западный остров, земля Александра, тоже посетили они и построили там гурий, а в нем записку с координатами, и написали, что это вот земля Александра. И этот гурий найдет потом другая экспедиция, о которой чуть позже сообщу, и поймет, где она находится, что поможет двигаться дальше. Так вот, этот Джексон построил целый поселок на мысе Флора острова Нордбрук.
расположился там с комфортом. Вот эти 8 человек завели такой порядок, что каждый день один из них принимал ванну. То есть каждый день грели воду, и один из них принимал ванну. Вот, мне кажется, очень комфортные условия. Ну, конечно, у них все было нормально с продовольствием, с собаками и так далее. Джексон чувствовал себя прекрасно. В это же самое время в Арктике находится Фрам Нансена, да, с 1893 по 1996. Ну и, как мы знаем, Йоханссон с Нансеном шли к Северному полюсу, сколько-то не дошли, и отправились на юг, на ЗФИ, чтобы остаться на зимовку не на льдине, а на твердой земле. На одном из островов, который был уже открыт Джексоном, о чем они, конечно, не знали, но который назвал Нансен потом островом Джексона, оба они зазимовали, построив себе такую то ли хижину, то ли берлогу из камней, покрытую сверху моржовыми шкурами. Перезимовав, они из берлоги выбрались и пошли дальше на юг, потому что они и не надеялись встретить никакой помощи на этом архипелаге, а были уверены, что придется идти им пешком до самого Шпицбергена. И вот они на каяках, где-то вплавь, где-то пешком двигались, и вскоре, к своему удивлению, наткнулись на лагерь Джексона. Нансен вышел вперед, услышав лай собак, и они с Джексоном увидели друг друга. Ничего себе, удивительная встреча на мысе Флора. Через 2 месяца жизни Йоханссона и Нансена в лагере Джексона они уже оправились, помылись, отъелись. И на Уиндворте, который подошел как раз, как и планировалось, с очередной партией продовольствия и всяких нужных вещей. И вместе с этим Уиндвортом отправились в Европу. Там они воссоединились с Фрамом, и был, в общем, всеобщий триумф Норвегии и всемирная слава. А Джексон остался еще на одну зимовку. Но в следующем году, в 97-м 19 века, к сожалению, все это закончилось, потому что Уиндворт принес ему печальные новости. Во-первых, умерла его мать, и, во-вторых, финансирование было решено приостановить. Поэтому все это свернули и уехали. Но остались постройки и, конечно же, запасы продовольствия и всякого другого необходимого, топлива, например, для тех, кто, может быть, окажется здесь после них. Важным результатом встречи Джексона с Нансеном, вот нужно добавить, было еще то, что они сверили свои карты. Нансен-то тоже, кстати, по какой карте Нансен с Йоханссоном ушли, как вы думаете? По карте Пайра и Вайпрахта, другой у них не было. На этой карте была восточная часть архипелага, чего, в принципе, им было бы достаточно. Но по ходу дела Нансен сверял свои непосредственные наблюдения с картой. Он тоже не нашел землю Петермана. А Джексон, в свою очередь, который больше занимался западной частью архипелага, показал ему свои открытия. И вот они их наложили одно на другое, договорились, какие острова будут называться, чьи названия будут приняты, кто что будет публиковать, как на кого ссылаться. И вот эта карта Джексона, Нансена и Пайра и Вайпрахта, то есть все, что было собрано к тому времени, и была опубликована в книге Нансена об этой экспедиции «Фрам в Полярном море». Эта книга была сразу же издана, очень быстро переведена на русский язык и стала настольной книгой самых широких слоев населения, что называется, но и уж, конечно, всех полярников и всех моряков. И уже с этой картой шла другая экспедиция, которая не имела никакой другой, кроме этой книжной карты. Но сейчас мы до них дойдем. Если по хронологии, то вот следующая экспедиция, которую нужно сказать, 1898 года, была совсем другой. Она была уже чисто коммерческой, спортивной, такой пиар-акцией. Журналист Вальтер Уэльман из США решил, что он сейчас вот так вот запросто, никогда не бывав прежде ни в каких полярных странах и морях, возьмет и с земли Франца Иосифа покорит Северный полюс. Как мы помним, с берегов Гренландии Пири много лет уже пытался сделать то же самое, но безуспешно. Так что у Уэльмана, конечно, шансов на успех было очень мало. Кроме этого, я бы назвала эту экспедицию просто нахальной. Они наняли судно под названием Фритьёф в Норвегии, отправились прямиком на мыс Флора с целью разобрать одну из построек Джексона, забрать оттуда часть припасов для себя
То есть они не везли это, например, ну, понятно, из Америки далеко, они не покупали это в Норвегии, они не покупали это в Архангельске, тоже могли бы, они прямо вот на готовенькое и приехали. Интересно, что один из участников этой экспедиции участвовал также в экспедиции Фрама. Он был норвежец. Вообще там было всего 3 американцев, и остальные норвежцы, там человек 6-7 норвежцев. Вот, в общем, их было где-то в пределах 10 человек всего. И вот один из них, Бенсон, кажется, его фамилия, он был с Фрама. А второй тоже был норвежец. Почему я говорю про них двоих? Потому что именно их, Бенсона и второго, слушайте, я забыла его фамилию. Бьорвик. А второй был Бьорвик. Тоже опытный был, достаточно полярник. Он в Шпицбергене работал. И этот Уэльман решил их оставить сторожить склад продовольствия на острове Вильчика. И там им построили жилище, похожее на то, которое описывает Нансен в своей книге. То есть из плоских камней сложили стены, сверху накрыли тюленей шкурой, ну, какой-то там очаг в виде ниши вот в этой стене, и все. То есть это было помещение, ну, вообще-то не приспособленное для зимовки. Но, наверное, Уэльман считал, что если 2 норвежца однажды справились с этим, то эти 2 норвежца тоже смогут. И оставил их там. А сам вместе с группой товарищей отошел в свое нормальное зимовье, где был сруб, где было тепло, где было нормальное продовольствие. И вот они, значит, перезимовали и двинулись к острову Рудольфа, с которого должны были стартануть к Северному полюсу. По дороге зашли на эту свою продовольственную базу, выяснили, что Бенсон умер в январе и оставался лежать в этой же берлоге. И его товарищ не знал, куда его деть, он не мог его захоронить, он не мог его просто оставить снаружи, чтобы там тело съели песцы или белые медведи. И он, по сути, почти 2 месяца жил с трупом в одном доме. От этого он слегка двинулся умом. Ну, того захоронили, труп придали, как могли, уже земле, там засыпали камнями, и пошли на остров Рудольфа. А этого оставили продолжать сторожить это продовольствие. Ну, дошли до острова Рудольфа, и там только-только ступили, мол, на лед, как началось волнение в океане. Торосы все пришли в движение, появились трещины, сам Уэльман провалился в одну из них и повредил себе ногу, и стало понятно, туда же еще в трещину часть снаряжения упала, и несколько собак потеряли, в общем, стало понятно, что ничего не получится, и нужно двигаться обратно. По дороге они открыли несколько островов, из них 3 оказались потом несуществующими, но 4 все-таки были настоящими. И на их счастье брат Уэльмана нанял судно «Капелла», которое и сняло их в назначенном, видимо, заранее месте, спасли их от смерти лютой и увезли обратно в Америку. И вот когда эта «Капелла» движется на юг, она буквально вот прям встречается с другим судном, который движется как раз к земле Франца Иосифа с той же самой целью – достичь Северного полюса. И это тоже очень странная экспедиция, итальянская. Казалось бы, где итальянцы, где Северный полюс? Им-то зачем? Руководил экспедицией герцог Абруцци. Это блестящий итальянский аристократ. Он был племянником тогдашнего короля и заядлым путешественником, экстремалом. Ему нравилось забираться в какие-то труднодоступные места, все равно на юге, на севере, там, в Африке, где-то там еще. Поэтому Северный полюс был одной из его вот таких авантюр. Но экспедиция была достаточно хорошо подготовлена. И они тоже решили, что зазимуют они на крайнем северном острове архипелага, которым они считали землю Петермана. Ха-ха. И когда вот эта Стелла Полярис шла все выше и выше, чтобы к этой земле подойти, она поставила по ходу дела рекорд продвижения по воде до 82 градуса 4 минуты северной широты. Ну, там уже неизбежно вмерзло в лед, что и было запланировано, никакой земли Петермана не было, поэтому пришлось стать лагерем на острове Рудольфа. И зазимовали. Пока была зима, они не сидели без дела, эти итальянцы, а они совершали все-таки какие-то не очень длительные, но экспедиции. И в одной из них
А Бродский так сильно обморозил себе руку, что ему пришлось ампутировать 2 пальца. Видимо, после этого он придумал идти к Северному полюсу, он понял, что это все не шутки. Был он уже не очень-то молодой человек, поэтому решил, так сказать, оставить это профессионалам. И вот в 1900 году, в марте, по плану к полюсу отправились 3 группы. 2 из них вспомогательные по 3 человека, и 1 основная, 3 человека, и еще их руководитель Умберто Канья. Вот эти вспомогательные группы должны были пойти вперед, ну, посмотреть дорогу, да, разведать, оставить там, естественно, какой-то склад продовольствия и вернуться обратно. И вот одна из этих групп не вернулась. Но Умберто Канья все равно отправился в поход, и в надежде также встретить их, где-то найти. И не дошли они до самого Северного полюса и продвинулись всего лишь миль на 20 ближе к полюсу, чем это удалось Нансену и Йоханссену в 1895 году. После этого они развернулись и обратно возвращались почти 100 дней. Это было крайне тяжелое путешествие. Но, к счастью, все живыми вернулись в лагерь, а те 3 так и пропали без вести. Стелла Полярис получила повреждения во время этой зимовки, но не критичные. Так что, когда наступил полярный день, они смогли привести судно в порядок и на нем вернулись в Норвегию. Но на следующий же год они наняли ту же самую Капеллу, которая уже спасала одну экспедицию, как вы помните, и отправились назад, встали на мысе Флоры лагерем и совершили несколько поисковых экспедиций, чтобы тех 3, хотя бы их останки найти. Капитаном, кстати, был отец одного из погибших исследователей. Так их и не нашли, и установили каменный памятник всем 3 погибшим. Буквально через несколько дней после того, как Капелла покинула острова земли Франца Иосифа, туда же, к мысу Флора, подошел российский ледокол «Ермак» под руководством адмирала Макарова. И, наконец, там появился и российский флаг. Да, не первый и, может быть, не второй, но зато ледокол был точно первым в мире, ледокол арктического класса. И мы должны быть благодарны за его появление Степану Осиповичу Макарову, который много лет настаивал на том, чтобы правительство выделило деньги на создание такой экспериментальной модели, которая будет ходить в высоких широтах. Зачем был нужен ледокол? Естественно, для того, чтобы проводить суда по северо-восточному проходу, потому что даже летом там были тяжелые льды, до устьев Оби и Енисея. А также для того, чтобы зимой проводить суда в Петербург, потому что Финский залив замерзал тогда, и Петербург на несколько зимних месяцев становился, ну, то есть прекращал быть портом. Порт не работал. Ну, как всегда, разговоры эти увязали где-то там в бюрократических всяких коридорах, и ничего не происходило. И только в 1897 году, возможно, на волне успеха Нансена, когда, вот, понимаете, это успешная полярная экспедиция, когда все вернулись целы невредимы, когда появилась мода на все эти арктические исследования, и русские подумали, а как же мы, это же вдоль наших берегов Фрам прошел, что же мы-то никак, уже и Норденшольд, тут и Нансен, а мы никак, все. И, наконец, к этой кампании, значит, подключился Менделеев, который близко был знаком с Витте, министром финансов. И, в общем, вот это все, получилась такая волна, пиар-волна, которая, наконец, переборола бюрократическое сопротивление, и деньги были выделены на строительство экспериментальной модели. Я думаю, сыграло роль еще и то, что Витте тогда строил, финансировал вот эту дорогу Транссиб, и она должна была пройти частично по территории Китая. И поэтому нужен был способ, чтобы быстро перебрасывать наш военный, в том числе флот, северо-восточным морским путем в Тихий океан. Потому что там у России были интересы, и Николай II тоже как-то начал играть в эти игры там, с Китаем, и с Японией и так далее. В общем, все это привело наконец-то к хорошему. Тот редкий случай, когда умные люди убедили все-таки правительство профинансировать хорошую затею.
Ну, был объявлен, так сказать, конкурс среди разных фирм. А ТЗ, кстати, писали ТЗ сам вот этот Макаров, наш адмирал, Дмитрий Менделеев и Врангель Фердинанд Фердинандович, который сын того Фердинанда Врангеля, в честь которого назвали остров Врангеля. Вот, и в Ньюкасле, в Великобритании, очень быстро, меньше чем за год, был построен этот ледокол. Сам Макаров руководил испытательными плаваниями, испытали его там и в Балтийском море сначала, и вроде бы все было хорошо. Потом пошли к Шпицбергену, и вот там льды уже были более тяжелые, и Ермак получил повреждения. Тогда он вернулся обратно в Ньюкасл, была собрана комиссия, обсуждали, почему это произошло, что нужно улучшить. Ну, это же, понимаете, впервые в мире. Не то, чтобы вообще ледоколов не существовало. Были такие, у которых, например, ну, были, естественно, укрепленные носы, и, допустим, сверху там специальные лебедки сбрасывали какой-то большой груз на лед. Там бум, потом бум еще раз, да. Ну, естественно, в высоких широтах это просто смешно думать, что такие вот падающие какие-то железяки, камушки могут разбить вот этот метровый и больше лед. Поэтому, конечно, нужна была не только твердость носа, но и мощность, которая будет, как бы, понимаете, толкать судно на эту льдину, чтобы он ее проваливал. В общем, это была такая большая работа, и Ермак не один раз усовершенствовали. В конце концов, решили, что такую дорогую машину мы не будем использовать вот в таких тяжелых льдах. То есть северо-восточный наш путь морской опять остался без ледокола. А Ермак оставили в Балтике, чтобы вот в Финском заливе работать. Макаров, конечно, хотел, он был исследователь, не только адмирал, он, конечно, хотел в Арктику. И в 1901 как раз году ему удалось добиться того, чтобы разрешили пойти на север к Новой Земле и дальше. Он хотел пройти до устья Оби. Но у Новой Земли даже этот ледокол, вот, кстати, да, ледовых этих обстановках, которые непредсказуемы, схватил лед, и он тогда принял решение пойти к земле Франца Иосифа. И вот так впервые на архипелаге появились русские, и впервые появился флаг Российской империи. Но, в общем-то, на этом все и закончилось, никаких серьезных исследований там все еще не проводилось. Я здесь пропущу несколько американских экспедиций, которые с земли Франца Иосифа пытались до Северного полюса дойти. Все эти конкуренты Пири ничего не добились, кроме того, что не давали ему спокойно спать. А сейчас хочу вспомнить о тех 3 российских экспедициях, которые вышли в 1912 году в Северные воды. Все 3 с разными целями и разными маршрутами. Но стоит их упомянуть вот почему. Во-первых, что за экспедиция? Экспедиция Русанова не имеет к земле Франца Иосифа никакого отношения. Эта экспедиция была такая сугубо научная и промысловая отчасти. Она любопытна тем, что финансировалась она государством, шла она к Шпицбергену, чтобы там разведывать угольные месторождения. Но она камуфлировалась под частную экспедицию, потому что статус Шпицбергена был таков, что государственные разведки были запрещены всем государствам. Вот частные фирмы можно, а государственные интересы, чтобы ничьи не превалировали на этом архипелаге. Вот такая была тогда договоренность, и дело все немножко изменилось только после окончания Первой мировой войны. Об этом как-нибудь тоже расскажу. Вот, поэтому эта экспедиция делала вид, что она частная. И на Шпицбергене, кроме того, что искали этот уголь, еще и оценивали присутствие англичан, норвежцев, вообще, что там происходит. Поэтому непонятно до конца, эта экспедиция по собственной воле ли отправилась дальше в сторону Таймыра. То есть как бы Русанов угнал Геркулес и отправился там по своим каким-то научным целям, что тоже возможно, потому что он вообще-то был такой диссидент. И даже ссыльный. А там же еще с ним был такой же Самойлович. Но Самойлович он высадил на Новой Земле со всеми материалами этой экспедиции. А потом отправился
к Таймыру. Ну, в общем, это непонятно, как тут дело было. Но Самойлович в итоге остался в живых. Единственный из тех, кто участвовал в этой экспедиции. Остальные все погибли без вести. Вторая экспедиция, тоже 1912 года, это экспедиция Брусилова, которая к земле Франца Иосифа имеет отношение, хотя совершенно это не планировал. Георгий Брусилов планировал коммерческий рейс во Владивосток и планировал там встретиться с экспедицией ГЭС-ЛО, из которой он незадолго до этого сам уволился. Но случилось так, что в Карском море вмерзли в лед и понесло их на северо-запад, и даже севернее земли Франца Иосифа. И вот после второй зимовки штурман Альбанов с группой товарищей, всего 14 человек, покинули шхуну «Святая Анна» и пешком пошли на юг, чтобы спастись. А остальные 13 человек, оставшиеся, так и, вероятно, пропали, скорее всего, погибли. Так вот, идя к земле Франца Иосифа, Альбанов руководствовался картой, которую перерисовал из книжки Нансена. Другой у него никакой не было, потому что экспедиция не собиралась идти в эти воды. Они карт с собой соответствующих не взяли. И вот это помогло действительно как-то ориентироваться в пространстве. Потом, когда дошли до ближайшего острова, нашли Гури Джексона, из которого из записки они поняли, по-английски прочитали, что это земля Александра и такие-то координаты, поняли, где находится мыс Флора, о котором они тоже знали из книжки Нансена, что там есть строение и какие-то запасы тоже могут быть. В общем, так экспедиции помогали одна другой, прокладывая путь на архипелаге земля Франца Иосифа, спасая жизни людей. Но из этой экспедиции в живых остались только двое. Сам Альбанов и матрос Конрад, с которым они на каяке добрались до мыса Флора и готовились там зимовать. И там они встретились с оставшимися в живых, ну почти все там остались в живых, экспедиции номер 3 Георгия Седова на судне «Святой великомученик Фока». И Седов мечтал в год 300-летия династии Романовых, 1913, дойти до Северного полюса. Но ничего у него в срок не получалось, потому что тяжело собирали деньги, сложно. Кстати, Нансен тоже жертвовал на эту экспедицию. Потом долго собирались, потом наоборот в спешке собирались, и собак не тех нашли, и продовольствие не то собрали. Ну, в общем, в спешке укомплектовались и двинулись в сторону Новой Земли. А тут уже их и льдами схватило, и пришлось на Новой Земле зимовать. То есть в 2013 году уже никак было не успеть к Северному полюсу. Но экспедицию эту нельзя назвать неудачной, тем не менее. Потому что пока они стояли на Новой Земле, Владимир Визе, молодой ученый, который впоследствии будет просто великим полярником, совершит множество экспедиций, открытий и так далее. Вот он тогда еще молодой, имеющий за своими плечами только несколько экспедиций по Кольскому полуострову, совершит впервые в истории санный поход от западного к восточному побережью Новой Земли и обратно. Естественно, не просто так катаясь, а нанося на карту все географические объекты. То есть так же, как в свое время Нансен пересек Гренландию поперек, да, и дал всем знания о том, что там в середине этого самого большого в мире острова, также и Визе тоже впервые пересек Новую Землю, и стало известно, что там в центре этого тоже немаленького острова. По-моему, это был Северный остров, вот из этих двух больших. И вообще состав этой экспедиции Седова был очень сильный. В него входили как раз молодые ученые, у которых мало было шансов отправиться в какую-то большую, такую вот значимую экспедицию. И тут они воспользовались случаем, чтобы попасть в высокие широты и произвести там исследования. И вот таким был Владимир Визе. Его товарищ Михаил Павлов, он был геологом экспедиции. И именно с этим Павлом Визе на Кольском полуострове много чего там изучил и открыл. Он после этой экспедиции преподавал в вузах и участвовал в экспедициях в Приморье в 20-е годы, но, к сожалению, в 1938 году он был арестован и расстрелян. Там же был Николай Пенегин, человек, которому мы обязаны визуальной документацией этой экспедиции. Он был, во-первых, художник, во-вторых, он был фотограф, в-третьих, он был кинематографист, то есть он все это и фотографировал, и снимал на киноаппарат, поэтому существует
первый русский арктический фильм именно из экспедиции Седова, снятый Пинегиным. И вот эта экспедиция Седова, перезимовав на Новой Земле, отправляется дальше. В бухте Тихой, Тихо ее назвал именно Седов, на острове Гукера, они останавливаются на вторую зимовку. И вот уже в начале февраля Седов отправляется с 2 матросами, Линником и Пустошным, в сторону Северного полюса. До Северного полюса идти ему километров 900. Пройдя совсем немного, Седов погибает. И Линник с Пустошным его захоронили, могила эта так и не найдена. Вернулись обратно на судно и там дозимовали. А когда уже пора было двигаться обратно, когда уже корабль освободился ото льда, произвели ревизию, поняли, что топлива-то нету. Поэтому надо обязательно зайти на остров, как обычно, Нордбрук, на мыс Флора, потому что там все еще оставались какие-то постройки Джексона, которые можно было разобрать на топливо. И вот этот святой Фока на парусах, под парусами, потому что топлива нет, медленно-медленно подходит к мысу Флора. И кого же он там видит? Штурмана Альбанова. И там же еще матроса Конрада. Они спешно собираются, разбирают там одну из построек, оставляют там какую-то долю продовольствия для последующих экспедиций. И отправляются сначала на мыс Гранта, потому что они надеются найти пропавшую часть своей экспедиции, вот этой пешей. И несколько дней стреляют в воздух и зовут, подойти близко не могут, потому что там льды. Ну, в общем, никого не находят. И в итоге отправляются на юг. У Альбанова с собой была выписка из судового журнала Святой Анны. То есть сам журнал, естественно, на судне оставался, а он сделал выписку до последнего дня, когда он покинул шхуну. И на основе вот этих записей Владимир Визе сформировал свою гипотезу о существовании, во-первых, вот этого течения, подтверждавшегося, да, о существовании острова, который потом назовут его именем, и в открытии которого он впоследствии будет участвовать уже в советские времена. Итак, 3 экспедиции. Одна полностью пропала без вести. Из второй вернулись только 2 человека. Из третьей экспедиции погиб ее руководитель и еще 1 человек. Но пока еще они только в 2014 году возвращаются на Большую Землю, а ушли в 2012. И вот от всех них нет никаких вестей. Естественно, он начинает организовывать спасательные экспедиции. Одной из них руководил Свердруп, как я вам уже рассказывала. То есть их было несколько. Они ходили и по маршруту одной экспедиции, второй, третьей. Но, к сожалению, никого они не нашли, не спасли. Но вот что интересно. Одна из этих спасательных экспедиций была совершенно новаторская. Ян Нагурский, летчик, предложил искать с самолета, или как это тогда назывались самолеты, с аэроплана предложил искать именно экспедицию Седова. Подготовил записку, значит, представил, кому надо. И ему ее одобрили и сказали: давайте, организуйте-ка нам, пожалуйста, такую экспедицию, правительство заплатит. И тогда Ян Нагурский стал переписываться с Амундсеном, который тоже тогда уже думал о том, чтобы в Арктику отправиться по воздуху. И Амундсен ему посоветовал модель самолета, который он считал наиболее подходящей для таких экспедиций. Это летающая лодка, чтобы можно было на воду садиться. И Ян Нагурский стал первым в мире полярным летчиком. Он совершил несколько полетов над Новой Землей. И потом, к сожалению, он не нашел там никого из экспедиции. Потом они сами вернулись. Но он подготовил очень толковую записку, в которой написал всякие рекомендации для дальнейшего исследования Арктики. Во-первых, да, использовать летающие машины для того, чтобы уточнять карты, видеть мели в океане, для того, чтобы разведывать ледовую обстановку. То есть для того, чтобы суда, даже ледоколы, понимали, куда, в какую сторону лучше путь держать. Кроме того, он рекомендовал все, что в Арктике работает, покрасить в красный цвет. И, надо сказать, так оно и было все выполнено. И еще он рекомендовал
на одном из северо-западных островов архипелага земля Франца Иосифа сделать полярный аэродром, потому что он считал неизбежным использование авиации в Арктике. Значит, должен быть аэродром, где есть топливо, где есть посадочная полосы и так далее. Ну и что же вы думаете? Действительно, на острове Александра и до сих пор существует аэродром, который назван именем Яна Нагурского, а также военная база, которая называется, по-моему, Арктический трилистник. Представьте себе, кто-то подсчитал, что к 1923 году у архипелага земля Франца Иосифа побывало не менее 128 экспедиций. Из них 11 только были научными, остальные были либо промысловыми, либо вот спортивными по достижению Северного полюса и все такое прочее. Только в 1926 году земля Франца Иосифа была объявлена владением СССР. Тогда произошло секторальное деление Арктики. И все арктические воды и острова-архипелаги, которые находятся между меридианом, совпадающим с российско-финской границей на западе, с середины Берингового пролива на востоке, объявлялись принадлежащими СССР. Потом, уже позже, в 90-х годах уже 20 века, 94 или 97, я сейчас точно не помню, ООН предложили еще один уточняющий принцип вот деления арктических земель и вод, основанный на шельфе. С тех пор стало очень важно доказать, куда продвигается шельф, то есть часть вашей земли, потому что Северный Ледовитый океан не может быть вашим до Северного полюса, а он может быть только в зоне, там, не знаю, сколько там, 15 морских миль, например, от этого шельфа, и зона экономических интересов там побольше. Вот. А все, что к этому не относится, это общие международные воды. Ну так вот, с 26 года земля Франца Иосифа уже всем была признана как владение Советского Союза. Но у Советского Союза не было ресурсов, чтобы каким-то образом свое присутствие там обозначить. И, в общем, пока ничего там не делали. Непонятно, что с этим вообще нужно делать. Но в 28 году наш легендарный ледокол «Красин» участвовал в спасении экспедиции Нобеля, как вы знаете. Спасли две группы из этой экспедиции. 2 человек из 3, Мальмгрен погиб, да, и спасли Цапи и Мариана, которые пешком ушли из лагеря Красной палатки, и всех, кто в Красной палатке остался. Вот всех спас Красин. А после этого Самойлович, который был руководителем этой экспедиции, тот самый Самойлович, которого на Новой Земле Русанов высадил, спася ему жизнь тем самым, Самойлович хотел попробовать поискать 3-ю группу, которая улетела на оболочке дирижабля в неизвестном, в известном направлении, но неизвестно, что с ними стало. Но, к сожалению, он не получил поддержки итальянской стороны, которая была ему необходима. И после ремонта ледокол «Красин», поскольку еще оставалось у него время и топливо, отправился к земле Франца Иосифа, чтобы произвести какую-то минимальную хотя бы разведку, флаг СССР там установить, естественно, и после этого уже отправиться домой. Чтобы уже на следующий, 1929 год, к земле Франца Иосифа вернулся ледокол Георгий Седов с целью основать там станцию геофизическую и радиостанцию в той самой бухте Тихая, где зимовал Седов, экспедиция Седова. И она просуществовала там с 29 по 59 год, целых 30 лет, и потом перенесена была на остров Хейса, потому что было признано, что вот здесь, в этой бухте Тихой, все-таки недостаточно показательная обстановка для метеорологической станции. Первыми зимовщиками были 7 человек, в том числе Кренкель, радист, который будет впоследствии легендарным полярником и участником самых известных советских арктических экспедиций. А руководил этой вот экспедицией, которая привезла туда зимовщиков, Отто Юльевич Шмидт. Фигура, вот чья звезда сейчас как раз восходит на арктическом горизонте. И было целое десятилетие Отто Шмидта, можно даже так сказать. Ну, казалось бы, тут и сказочки конец. Все хорошо, станцию построили, свое присутствие обозначили. Знай, теперь подвози продовольственно, меняй людей.
Но нет, этого было недостаточно. Уже в 1931 году появился грандиозный замысел международной экспедиции. Понимаете, дело в том, что земля Франца Иосифа не была окончательно нанесена на карту. И вот это картографирование, которое вот по земле такое, да, то есть надо ходить, вот ставить всякие эти метки, там, от руки все это рисовать, это требовало огромных ресурсов человеческих, временных, материальных. А тут в 1931 году было предложено на дирижабле пролететь над нашим арктическим побережьем и сверху все сфотографировать, а потом точненько нанести на карту. Прекрасная идея. И вот самый большой в мире дирижабль «Цепелин» из Германии движется в СССР. На борту 4 советских исследователя: Самойлович, Кренкель, Молчанов и еще один, забыла фамилию, аэроинженер. В общем, 4. Экспедиция это не только проводит аэрофотосъемку, но и изучает верхние слои атмосферы, и выше дирижабли, и ниже дирижабли. В общем, все прекрасно. А еще интересно, как они деньги возвращали за эту экспедицию. Они придумали, что на дирижабле будет почтовое отделение. И филателисты со всего мира просто помешались на этом. Они отправляли открытки, и обмен почты происходил в нескольких пунктах. В частности, вот в Берлине была остановка, потом в Ленинграде, из Ленинграда в Архангельск. Это все такое огромное, такая, да, вот сигара плывет в Архангельск, а потом к земле Франца Иосифа. И вот там дирижабль совершил водную посадку в бухте Тихой, и состоялась встреча, якобы для обмена почтой, но еще это была, конечно, такая крутая пиар-акция, встреча с ледоколом «Малыгин», на борту которого находился Папанин, сотрудник спецслужб, а в будущем известный полярник тоже, и Умберто Нобели, тот самый, который строитель дирижаблей итальянских, Норги-1 и Италия. Все это его рук дело. И вот после того, как его лишили всех титулов и званий на родине после неудачной экспедиции и аварии, он приехал в Советский Союз помогать нам налаживать строительство дирижаблей. И вот он вместе с Папаниным на Малыгине встречаются с этим огромным дирижаблем, почтой они обмениваются, а там же на борту на Малыгине, ну кроме журналистов еще, туристы, большинство иностранные, и считается, что вот этот рейс Малыгина открывает арктический туризм, то есть это впервые было в мире такое вот событие. Ну, я думаю, денег с них тоже немало стрясли, поэтому экспедицию прекрасным образом окупили. И вот дирижабль отправился. Плывет дирижабль. Должен он был, значит, отснять землю Франца Иосифа, новую землю, северную землю, так стали называть землю Николая II, да, которую открыли ГСЛО, и дальше до мыса Дежнева. И потом, значит, в обратном порядке, там Диксон тоже они снимали. И когда все это закончилось, выяснилось, что вот съемки архипелага «Земля Франца Иосифа», к сожалению, не получились. Не получились. Ну, что ж делать? Нет, так нет, техника несовершенна. Однако выяснилось во время Второй мировой войны, что все эти снимки прекрасно получились. Просто советская сторона не получила эти снимки. И во время Второй мировой войны на острове Александра, на земле Александры, была немецкая метеорологическая станция, которая очень даже лихо помогала военному флоту, который уничтожал полярный конвой. Наносила немалый вред. Но о существовании этой станции никто не знал, и следы ее нашли только в 1951 году. В то же самое время, во время войны, продолжала функционировать вот эта станция в бухте Тихой. И вы себе представьте, что люди в 1941 году узнают о начале войны. Они понимают, что вообще не до них, что никто к ним не придет, и продовольствие им, скорее всего, не доставят, и уж тем более людей не сменят. И они не знают, сколько продлится это. Год они, например, еще протянут. А дальше еще один год, и еще. И так всю войну эти люди без всякого дополнительного снабжения выполняли свою работу. Там из строя выходили какие-то приборы, что-то там заканчивалось. Они должны были в конце концов закрыть радиостанцию, потому что не было топлива отапливать ее.
И только летом, по-моему, в августе 1945 года пришел ледокол Иосиф Сталин и снял оттуда 6 человек. Это половина состава группы, а остальные 6 остались дальше работать. С середины 20 века и до сегодняшнего дня, разумеется, у нашей страны было гораздо больше ресурсов для исследования Земли Франца Иосифа, чем когда бы то ни было раньше. И там существовало несколько станций и военные базы, и регулярно туда приходили научно-исследовательские суда и снабженческие суда. И, конечно, это способствовало как изучению архипелага, так и его загрязнению, конечно. Но мне хотелось бы особенно отметить одну экспедицию, многолетнюю, правда, которая называется МАКЭ. И существует она с 1986 года. Возникла она по инициативе Петра Владимировича Боярского, который ею руководил буквально до самой своей смерти в 2022 году. У этой экспедиции было два организатора. Институт наследия имени Лихачева и Фонд морских исследований. И суть экспедиции в том, что она комплексно изучает как природную составляющую арктических архипелагов, так и культурно-историческую. Что касается земли Франца Иосифа, то там за все эти годы скопился достаточно большой блок культурно-исторического наследия. То есть все эти материальные следы экспедиций многочисленных. Например, самый старинный объект там это домик Эйры, который столько уже лет стоит там, до сих пор целый невредимый. Какие-то постройки лагеря Джексона тоже сохранились, ну какие-то их руины, которые спасли жизнь стольким людям. Сохранились даже какие-то следы от берлоги Нансена и Йоханссона. Сохранились какие-то следы от экспедиции Альбанова, вы не поверите. То есть там очень-очень много интересного, неизведанного. И сейчас, когда происходит постепенное потепление, таяние льдов, открываются новые какие-то объекты. Какие-то, наоборот, утрачиваются, потому что берег оползает в океан, а какие-то открываются. И вот эта МАКЭ была уникальна именно такими комплексными исследованиями. Но не только крупные экспедиции достигают значимых результатов. А, между прочим, результаты МАКЭ отражены в 20 томах, в очень ценных монографиях. Например, вот эта книга тоже издана МАКЭ о земле Франца Иосифа. Прекрасно иллюстрированная, с фотографиями и с описаниями, с графиками и так далее. Прекрасная книга. Но маленькие камерные экспедиции тоже порой достигают очень значимых результатов. Особенно сейчас, когда климат становится более мягким в Арктике, и небольшие суда, такие как Альтер Эго, я вам рассказывала уже о ней, могут подходить близко к берегу, могут более мобильно реагировать на изменения погоды и менять свои экспедиционные планы. И вот именно экспедиция Альтер Эго и Александр Чичаев, с которым у нас есть ролик, например, обнаружили затонувшую Эйру. И это не все, что нашли они. И Александр Чичаев также был участником экспедиции по следам двух капитанов, которые открыли такое нашли, о чем просто и мечтать было невозможно. Ну вот им очень повезло, плюс, конечно, тщательная подготовка и стремление, конечно, большая любовь к своему делу и преданность ему. С 2009 года весь архипелаг и северный остров Новой Земли входят в состав национального парка Русская Арктика. То есть это заповедная территория, на которую так просто не попадешь. И даже научно-исследовательские суда должны спрашивать разрешение руководства этого национального парка на посещение его акватории и островов. Особенно волнительно для меня то, что весь вот этот исторический экскурс имеет прямое отношение к моему каналу. Мне очень радостно от того, что я лично знакома с людьми, которые проводили там исследования. Вот Александр Чичаев, который является героем одного из роликов, а именно ролика про Эйру, ведь это не единственная экспедиция, которая совершила открытия потрясающие, но почти никому неизвестные.
И люди, которые там вот были непосредственно на ЗФИ, они видят те странные вещи и загадки, которые невозможно нигде прочитать, о которых невозможно узнать вот так умозрительно. И Владимир Мельник, тоже один из участников экспедиции Альтер-Эго, написал в комментарии там, к одному из роликов о том, что на ЗФИ есть потрясающая загадка. То есть на одном из островов есть целые залежи рогов северного оленя, которые, как вы понимаете, там не водятся, никогда не водились в истории Земли. И откуда именно там вот это кладбище рогов, непонятно. И никто объяснить пока не может. Мы хотим с Владимиром сделать интервью на эту тему, тоже поговорить. А с Александром Чичаевым и, я думаю, еще несколькими участниками этой экспедиции поговорить о том, что произошло во время поисковых экспедиций проекта «По следам двух капитанов». И нас ждут еще много открытий от людей, которые продолжают разгадывать тайны архипелага «Земля Франца Иосифа».